Больше так продолжаться не может, размышляла Елена, крепче прижимая к груди спящего годовалого Артема. Забыться сном ей удалось лишь перед рассветом. Накануне Игорь снова заявился затемно и снова в стельку пьяный. Всю ночь гремели семейные скандалы, и супруг затих лишь к 4 часам утра. Засыпая под первые лучи солнца, с опухшим от слез лицом и разбитой губой, Елена окончательно созрела для важного шага. Нужно немедленно бежать из этой квартиры, исчезнуть подальше от этого тирана и забыть это место навсегда. Как она вообще позволила себе связать жизнь с этим человеком, она осознавала с трудом. Выйдя из приюта, словно из заключения, идти было абсолютно некуда. Близких нет, крыши над головой тоже. Полная растерянность перед будущим. Именно в тот уязвимый момент судьба столкнула ее с Игорем. Его буквально за неделю до свадьбы бросила суженая. Очевидно, та женщина вовремя разглядела истинное лицо будущего мужа и успела отступить. Игорь же поклялся себе, что назло той предательнице распишется с первой встречной. Вот Елена и попалась ему на глаза в самый тяжелый для себя период. Жить начали без штампа в паспорте. У Игоря была собственная студия, где он обитал в полном одиночестве. У него, как и у Елены, не было ни единой родной души. И она по наивности сочла, что они два одиночества, нашедшие друг друга. Простодушная и жаждущая тепла, она доверилась взрослому мужчине. Ей грезилось, что под его крылом она обретет долгожданный покой и безопасность. Елена и представить не могла, в какой капкан захлопнулась ее жизнь. Поначалу все складывалось сносно. Девушка устроилась на работу. Копейки, конечно, но она гордилась и этим. Игорь зарабатывал прилично, и средств на жизнь им хватало. Она даже решила, что вытянула козырную карту в этой жизни. Первое время Игорь изображал заботу, видимо, сдерживаясь из последних сил. Но он мгновенно превращался в свирепого зверя. Стоило ему пригубить спиртное, а выпивка в их доме стала нормой. Следом за пьянством пришла еще одна беда — азартные игры. Выяснилось, что ее сожитель — заядлый игрок. Сначала он ухитрялся это скрывать, но вскоре почти все ее заработанные деньги уходили на долги и бутылку. Она неоднократно порывалась уйти, но Игорь падал на колени, рыдал, клялся в любви и обещал, что это был последний срыв. Однако за этим разом следовал новый, а потом она обнаружила, что ждет ребенка. На клинику денег не было, да и в мыслях не возникало избавляться от крохи. Детей Лена обожала и мечтала о материнстве. Игорь известие о скором отцовстве воспринял с восторгом. Он торжественно пообещал Елене, что отныне жизнь пойдет по иному руслу. Пару месяцев в доме действительно царил мир, но затем Игоря словно переклинило, будто он пытался наверстать пропущенные дни разгула. Глядя на окружающих, она уже не просила у судьбы подарков. И если до появления сына Игорь никогда не поднимал на нее руку, то с рождением младенца начал ее избивать, цепляясь к любым мелочам, словно срывая на ней зло за все свои проигрыши. Елена лежала на кровати, зажмурившись, и прокручивала в голове жуткие слова Игоря, брошенные им вчера. Он заявил, что проиграл ее в карты какому-то незнакомцу в подпольном клубе. «Собирай манатки, с завтрашнего дня ты принадлежишь другому, вечером тебя заберут», — бросил он. Она не могла осознать этот бред. Спрашивать о судьбе сына она побоялась, так как решение пришло мгновенно. Завтра их с Тёмой здесь не будет. Утром ее поднял с постели звон посуды и гневный ор мужа. «Ты никчемная баба! Ты паршивая мать!» Впрочем, отыскав недопитую бутылку, он слегка поправил здоровье и снова провалился в тяжелый сон. Ребенок занервничал, и Елена, подхватив его, выскользнула из квартиры,
тихо прикрыв за собой дверь. Что предпринимать дальше? Пути назад нет. Перекусив булкой и кефиром в сквере, она вспомнила о навязчивой идее уехать в провинцию. Сев в пригородный поезд и выбрав случайный пункт назначения, они покинули мегаполис. Она ткнула пальцем в название станции просто потому, что оно отозвалось в памяти странным теплом. Где-то она уже встречала это редкое наименование, вербное. Ей внезапно почудилось, что это слово знакомо ей с колыбели. А вдруг это ниточка к ее прошлому? Ведь она абсолютно ничего не знает о своих корнях. Кто ее родители? Почему ее бросили на произвол судьбы? В ее документах значилось лишь сухое «найденыш». Оказавшись на перроне во второй половине дня, девушка замерла в нерешительности. Пробираясь мимо лотков с дарами огородов, она уже была готова взять билет обратно. «Ты чего потеряла, милая? Жилье, поди, ищешь?» — окликнула ее пожилая торговка. «Ищу?» — твердо произнесла Елена, хотя в кармане была почти пустота. «Так ступай к Степановне на заимку, она лишнего не возьмет. Тут рукой подать, версты 3 через лесок». И женщина указала путь. «Иди, не пугайся, там тропа натоптанная, найдешь ветхую избу». Елена подхватила сына. Хотела уточнить детали, но собеседница уже скрылась в толпе. Оглядевшись, девушка помедлила. Неизвестная лесная тропа внушала опасения. Вздохнув, Елена с Артемом на руках двинулась в путь. В лесу дорога сузилась до едва заметной стежки в высокой траве. Лесная чаща встретила их прохладой, птичьим пересвистом и ароматом хвои. Путь казался легким. Тёма безмятежно заснул на плече у матери. На развилке Елена замялась, но интуитивно свернула вправо. Прошел час, а лес становился все гуще. Заимка так и не показывалась, да и тропа начала исчезать в зарослях. Руки затекли от веса ребенка. Она осознала, что окончательно запуталась и сбилась с пути. Обессилев, девушка опустилась на поваленный ствол. Из глаз брызнули слезы отчаяния. Почему судьба так безжалостна к ней? Сбежала от одного кошмара, чтобы замерзнуть в лесу. Как выбраться? Где искать этот хутор? Вдруг за спиной послышался мягкий шорох. Она обернулась и замерла. Огромный волк стоял в нескольких метрах и пристально наблюдал за ней. Ледяной ужас сковал тело девушки. В ту секунду она не боялась за себя, лишь за маленького сына. Но лесной зверь не выказывал агрессии. Напротив, он будто приглашал ее следовать за ним. Это стало ясно по его движениям. Он отходил на пару шагов, оглядывался и ждал. Выбора не было, и Елена доверилась животному. Вскоре они вышли к той самой развилке, где она допустила ошибку. Волк уверенно зашагал по левой тропе, и девушка поспешила следом. Вскоре деревья расступились, открыв вид на усадьбу. Волк миновал ворота и устроился в большой добротной конуре. Это был его дом. Елена робко постучала, но ответом была тишина. Тогда она решилась войти внутрь. «Вы по поводу комнаты?» — раздался за спиной мягкий женский голос. Елена обернулась. Пожилая хозяйка пошатнулась. Лицо ее мертвенно побледнело. Она едва удержалась на ногах, ухватившись за косяк. «Лизанька, доченька!» Кровь родная вернулась. «Как же ты дорогу нашла?» — прошептала женщина. «Вы меня с кем-то путаете?» — пролепетала Елена. «Меня волк сюда вывел. Я заблудилась». «А это кто?» — указала она на пожелтевшее фото в рамке. Спустя час завеса тайны была снята. В лихие годы ее отец перешел дорогу могущественному человеку, и тот поклялся стереть его семью с лица земли. Малышку похитили, а отца устранили. Мать не выдержала потери и вскоре угасла от горя. Это ее портрет на стене. Вы же похожи, как 2 капли воды. Я искала тебя все эти годы.
оббила все пороги сиротских приютов, но тщетно. Видимо, тебя перепрятывали или все было куплено. Грязное было время. Но теперь ты дома, девочка. Этот хутор принадлежит тебе по праву.